Предположим, что на электроде протекает следующий электродный процесс, и нам известны концентрации веществ А и Б и толщина диффузионного слоя. Также предположим, что коэффициент диффузии для веществ А и Б приблизительно одинаковый. То есть можно рассчитать коэффициент массопереноса. А если также предположить, что мы можем контролировать потенциал с помощью трехэлектродной системы, подключенной к потенциостату, то значит мы можем контролировать электрохимические константы скорости. При этом не забывайте, что сумма коэффициентов альфа и бета равна единице. Если электрод является равнодоступным, то есть ток и поток однороден по всей поверхности электрода, проблемой будет являться одномерной. И необходимо рассмотреть выражения для потоков А и Б, которые учитывают массоперенос и константы скоростей. Величины с индексом 0 обозначают концентрации на поверхности электрода. Для того, чтобы решить эти уравнения, давайте исключим неизвестные поверхностные концентрации и введем транспортные предельные токи. В этом случае общий поток будет определяться изменением потока каждого вещества, коэффициентом массопереноса и константами скоростей прямого и обратного процесса. Рассмотрим три предельных случая этого уравнения. Первый случай, когда константа скорости прямого процесса выше, чем коэффициент массопереноса и константа скорости обратного процесса. В этом случае общий поток будет определяться предельным потоком вещества А. И будет протекать постоянный ток, который не зависит от потенциала, соответствующий случаю, где поток контролируется максимальной скоростью диффузии к электроду. То есть концентрация частиц А на поверхности электрода равна нулю, и лимитируемый поток определяется объемной концентрацией. Это может наблюдаться экспериментально, когда большой отрицательный потенциал приводит к быстрой реакции. В этом случае обратной реакцией можно пренебречь. Второй случай. Константа скорости обратного процесса выше, чем коэффициент массопереноса и константа скорости прямого процесса. Здесь общий поток будет определяться предельным потоком вещества В. И снова, управляемый транспортом ток, не зависящий от потенциала, будет определяться концентрацией вещества В в растворе. И это будет происходить при больших положительных потенциалах, вследствие чего весь процесс будет определяться обратной стадией. В первом и втором предельных случаях процесс контролируется массопереносом. Рассмотрим третий случай. Значение коэффициента массопереноса выше констант скоростей. В этой ситуации уравнение будет похоже на то, которое мы получили в начале. При этом константами скоростей в знаменателе можно пренебречь. Это уравнение можно записать, используя объемные концентрации веществ А и Б, если в этом пределе изменение концентрации незначительно отличается от концентрации в объеме раствора. Этот случай соответствует ситуации, когда процесс контролируется электродной кинетикой. Во всех трех случаях, как при положительных, так и при отрицательных предельных потенциалах, устанавливается предельный ток, лимитируемый массопереносом. Между этими пределами получаются различные значения тока, зависящие от соотношения значений константы скоростей и коэффициента массопереноса. Теперь давайте более детально рассмотрим случаи различного поведения электрохимической системы. Электрохимически обратимая вольтамперометрия, когда константа скорости больше, чем коэффициент массопереноса. Наблюдается одиночная вольтамперометрическая волна, симметрично расположенная относительно формального потенциала. Электрохимически необратимый процесс, когда константа скорости меньше, чем значение коэффициента массопереноса. Здесь видны две отчетливые волны для прямого и обратного процессов. Следовательно, вблизи формального потенциала протекает пренебрежимо малый ток, как в катодном, так и в анодном направлении. Электрохимически квазиобратимая вольтамперометрия, когда значение константы скорости приблизительно равно коэффициенту массопереноса.